Всем привет, друзья, с вами Орликин, и сегодня у нас будет очень важный ролик по игре, потому что я сам играю как относительно новом королевстве, и получилось такое, то что убивая крабов, мы не прокачиваем другое составляющее, то есть призраков, крабов и все остальное. Сейчас игра на этом построена, и все прям, как только у них появляется это событие, начинают гасить этих крабов. Да, они с одной стороны помогают, но с другой стороны они приносят вред, если вы убиваете только этих крабов. И сегодня я вам расскажу, на что они влияют, что вы не прокачиваете, из-за чего вы становитесь слабее. Обязательно подписывайтесь на канал, очень много работы проделывается по игре для снятия различных гайдов, роликов и всего остального. И мы переходим к самой игре. Вот такой у меня аккаунт, королевство 190. Развиваю я данный замок целиком по роликам, то есть серия роликов уже вышла от первого уровня и выше. Вы с ними можете ознакомиться либо на Рутубе, либо на моем сайте, все ролики добавлены. И смотрите, сегодня получается 46-й день королевства, да? У нас 27-я цитадель, сейчас уже строится стена на 28-ю, и казарму не хватает чисто ускоро, но не в этом суть. С первого дня, как только у нас добавились крабы, призраки, акванавты эти всякие, мы начали убивать их, и я в том числе. И я знаю, что в других королевствах происходит то же самое. То есть все бьют вот это затерянное привидение, крабиков и еще одна. Я понимаю, они приносят большую пользу, они приносят ресурсы, убиваем трентов, да, лесной дух, трент. Какая разница, фиг с ним. Лесного духа убиваем, то есть мы получаем ресурс, ускорение и все такое. Все быстренько начинаем расти, но смотрите, какая фишка. То есть мы становимся относительно уровня замка выше, относительно ресурса у нас все хорошо, но у нас не прокачиваются герои. Смотрите, то есть я сейчас вам открою героев своих, да, вот они все герои, то есть 46 дней королевству, 47 день или какой, только что я вам показал. Все красиво, и по звездочкам тут есть некоторые герои с 3 звездочками, а также не забывайте про сайт, я бы вам не рекомендовал данный сайт, если бы он был не полезен. Для нового игрока вы просто абсолютно найдете все нужные вам вопросы по игре, все различные события, все обзоры, все есть на сайте. Вы просто можете вбить в поисковую строку нужный вам запрос, и сайт вам выдаст ту информацию, которая у него есть на этот вопрос. Тут собраны все мои видео, также тут собраны гайд развития замка от 1 до 35. Развиваю замок, целиком показываю, что и как делаю. Сейчас уже 27-й замок, 190 королевств, играю без доната. Знаков накопил уже на 31-й, то есть мы будем стараться по максимуму вывести. Данные ролики не выходят на YouTube, они находятся на другой площадке. Поэтому, если вы не смотрели, вы можете перейти на сайт и посмотреть. Также вы можете тут заказать ферму себе в любом королевстве. Развивает от 1 до 2 дней. Купить ресурсы. Там есть список королевств, в которых я продаю ресурсы. И многое-многое другое. Данный ресурс очень полезен, иначе бы я вам его не рекомендовал. Есть и с 2, и фиолетовые, видите, и по уровню, видите, они топовые вкачаны, и опыта у меня валом, то есть я могу сейчас еще тут, видите, качать и качать, то есть это все копится. Но на них не открыты навыки. Чтобы открыть навык, нам нужна вот эта штука. Чтобы получить эту штуку, нам нужно ненужных стражей обменивать, увольнять, да, вот тут мы нажимаем героев. И за это мы получаем как раз вот этот материал. То есть у меня ни один герой не прокачан. Ни один. Ни у кого не открыт последний навык. То есть 47 дней королевству. Это очень плохо, потому что на героях должен быть открыт навык. И когда мы убиваем призраков, крабов и все остальное, мы получаем
ресурсы, опыт героев там и различные награды. Да я сейчас открою, в принципе, это не проблема. То есть, смотрите, открываем систему, да, вот он, злодей повержен. Вот мы получаем мешочки с ресурсами, ускорение, все, убиваем когда 5-го злодея, мы там получаем еще сундучок аристократа. Все замечательно, да, то есть у нас вот он сундучок аристократа, это вот 5-го уровня. Сталь мы качаем, да, снаряжение, все. Но мы не получаем для найма бесплатного материала. То есть, когда мы убиваем угрозы, а сегодня именно я этим занимаюсь, как я это заметил, то есть, мы получаем вот этот вот материал для найма, знак героя. С одной угрозы, вот ориентировочно 60 падает наймов. Ну, у нас пока невысокие угрозы, 27-я самая высокая или 28-я, с нее вот столько вот падает. То есть, тем самым мы бесплатных стражей нанимаем и получаем карточки, которые мы обмениваем и прокачиваем уровень героя. Я помню, вот 123 или каком там 160, у меня, вы знаете, на обзорах все время был другой аккаунт. Там буквально на 10-й, 11-й, нет, там буквально на 20-й день у меня уже были изучены там на некоторых героях навыки. Потому что навыки героев как раз очень важны. То есть без навыков героя он очень слаб. У него не срабатывают бафы, вот эти вот навыки, которые, да, вот смотрите, повышает атаку войск. Плюс сейчас можно открыть, да, вот так вот откроем у Фелиции. Еще один, да, войска дальнего боя наносят на больший урон. Чтобы его прокачать, нужны вот эти вот материалы. То есть, чем ниже шанс, да, он первого уровня, он может быть открыт первого уровня, но срабатывание всего лишь, да, вот повышение урона на 1%. Мы же это можем увеличить до 10%. Также это касается и повышения здоровья войск дальнего боя, да. И плюс вот это вот самый важный навык, который последний. В каждом раунде шанс 60% наложить на вражеские войска эффект крошева, который повышает получаемый ими урон. Ну, там у разных стражей, разные героев, разные свои вот эти вот последние фишки. И который, видите, получаемый ему урон на 25%. Длительность 1 раунд. То есть данная способность за 47 дней до сих пор не изучена. Может быть, кто-то, конечно, там уделяет, но большая масса, процентов 80-90 игроков, именно уделяют время, как и я, на крабов, на призраков и на все остальное. И на лагеря, да, там лагеря вот этих вот нежити. Или призраков, то есть. А очень важно именно открыть вот эти вот все таланты на фулл, прокачать, они 10 уровня, вот этот он просто открывается и все, он не прокачивается. Именно на 4 героях хотя бы, ну желательно на 6, потому что, почему? Первый поход у нас идет обезьяна, дирижабль, неважно. 2 походных стража с ним идут. То есть у меня это Фелиция и Тамир. Тамир, чтобы еще работала последняя связка, то есть, ну, то есть не последняя, вот эта вот связь героев, да. Это мой первый поход. Вот на этих стражах, героях должно быть изучены все навыки, и они должны быть на фулл. Дальше оборона. То есть у нас Фэб стоит в обороне, у него тоже должен быть обязательно открыт вот этот вот последний навык. И плюс все остальные. И кто играет, как и я, бесплатно, у нас еще Барнаби. У него тоже должен быть открыт последний навык и все вот эти вот на фулл. Дальше, что мы делаем дальше? Ну, это при том условии, то, что вы хотите еще защищаться. Вот меня на днях обнулили просто, там 33-й замок прилетел и бахнул. Он даже не прилетел, он так меня с разгона бомбанул. Он мне снес вообще в ноль просто. И у меня еще и креп был, то есть, ну, разница в уровне войск, в количестве войск, и у него там все это 10-е, то есть у него поллярда уже силы, то есть я покажу в принципе. Будь даже у меня на вот этих вот героях вкачанные последние навыки, на одном, на втором мои потери были бы намного меньше. Сейчас я в принципе открою, война.
Тут, конечно, все забито. Вот, оживить. Вот. Ой, не сюда нажал. Вот оно. То есть он 2% всего лишь потерял. Да, у него там фулл герои, фулл все. Еще проблема этой игры, смотрите. Обезьяна не есть хорошо 34 уровня. Но она автоматически становится в защиту замка. Будь, допустим, в защите замка дирижабль, тут бы процент, который остался бы, был бы намного выше. То есть сработала именно обезьяна, и я полазил по настройкам игры. Поменять это нельзя. Я уже написал разработчикам идеи, чтобы это можно было выбирать, кто у тебя на обороне стоит стены, чтобы это не автоматически выбиралось, потому что 34-я обезьяна, она намного слабее. И особенно именно в обороне, потому что у нас все виды войск в замке находятся, и дирижабль, он как раз идет на все виды войск. Он дает уроны повышенные, понижение урона и все остальное. А обезьяна, она только работает, ну, как бы на дальний бой. И вот будь у этих героев прокачаны последние навыки открыты, все остальные навыки на фулл, и тут был бы дирижабль, даже 4 уровня, который у меня есть, тут бы процентов 30-40, может быть, осталось по-любому, понимаете? Плюс оборона стен, да, я не занимался вообще. Оборона стен очень важный элемент, то есть в прокачке вашего замка. То есть, ну, не оборона стен, а именно академка на оборону. Поэтому, смотрите, с одной стороны, как бы крабы, призраки, они помогают. Нам прокачивают замок, дают ресурсы, все остальное, ускорение, все. Мы там сталь получаем, качаем снарягу нашу. Но, с другой стороны, они нас и делают слабее. То есть, и почему я снимаю этот ролик? Чтобы вы не допускали таких же ошибок. Вам нужно хотя бы на 4 ваших героях, это которые идут на оборону, 2, и которые идут на атаку, вам нужно вначале прокачать вот этих вот героев, именно навыки эти последние все открыть, вообще все навыки открыть, до фулл их прокачать. Дальше вы можете вообще просто не ходить на угрозы, не бить эти угрозы и заниматься крабами. Почему было именно в Старом Королевстве, в котором я играл, да, в котором все время делал обзоры, по-другому, и замок тот был намного сильнее, то есть даже там 26-й он был, 30-ка бы его, ну, ни за что бы не пробило, то есть там, ну, смотря какая, конечно, там, если, ну, тут по статистике, давайте я даже открою, тут не особо такие огромные разрывы. Где у нас? Вот оно, поражение. Сведения, видите? Ну да, урон от армии тут большой, конечно, разница. Но будь открыты бы и навыки все, и все остальное, это было бы, ну, намного меньше было бы. Урон наносимый был бы другой. И смотрите, да, тут прям вообще вот по героям видите, атака героев, то есть, ну, разница колоссальная на самом деле. И тут все остальное, ну, потерь было бы меньше, то есть при таком даже количестве войск, я говорю, процентов 30-40 бы остались в живых, то есть это бы намного снизило потери. И вот пока вы не... И как раз к чему я вел-то, на Старом замке, когда мы играли, не было этих событий, крабов, все остальное, они уже появились там позже, когда уже и герои у меня были фулл там прокачанные, то есть мало звезд было, да, не повезло там, но у них все навыки были открыты, а навыки это очень важный элемент в сражении, потому что происходят раунды, и на некоторых раундах как раз срабатывают вот эти вот навыки, и мы можем там даже с практически невероятным там разрывом в статистике может сработать навык и помочь нам. Ну, я не говорю, что мы там победим, нет, конечно, но потери будут намного меньше, если вот сравнивать вот мою статистику и статистику того игрока, то есть плюс количество войск и все остальное. Поэтому мой вам совет, если вы хотите играть, хотите быть сильными, обязательно прокачивайте у героев навыки, потому что герои без навыков это просто фигня. И вот
После этого вы можете целиком себе посвятить как раз и крабам, и все остальное. И плюс с прокачанными героями вам будет проще убивать это все вот остальное. Призраков, крабов и все остальное. А по силе, смотрите, вот он у него больше полулярда силы. То есть, ну, разрыв очень велик. И у него было 33-я цитадель, по-моему. Сейчас уровень замка. Уровень цитадели, вот, у него 35-й уже. Ну, была 33-я на тот момент. Королевство растет, очень быстро растет. Я играю без доната, играю на максимальный рост замка. Сейчас вот 27-й. Ну, я, в принципе, наравне со своим альянсом. То есть, ребята, у нас тут есть кто донатит, кто очень сильный. У них тут у кого-то 28-й. Вот больше всех, которые донатят, у него сейчас 29 уровень. То есть есть игроки, которые не особо много донатят. Вот у них 27-й, там еще, но они играют без ферм. Я играю с фермами на максимальный рост. То есть у меня пока что 27-й. Сейчас вот будем строить 28-й. И самое главное, у меня уже знаки есть на 31-й. То есть я вот эти сундучки все с самого начала сливаю на знаки. Я надеюсь, ролик был полезный, потому что это очень важный совет, потому много игроков вот это вот, когда начинают убивать там призраков, еще все остальное, вот эти вот крабиков. Да, это хорошо, но мы не прокачиваем наших героев, именно навыки наших героев, которые очень важны. Кто согласен, палец вверх, кто хочет поспорить, там пишите в комментарии и все остальное. Всем спасибо за просмотр, всем пока.